Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья. С вами Кисель. Фронтиры выпустили новый корабль от Гутамая, Корсейр, Зааракс. Давайте посмотрим, с чем мы имеем дело. И говорю сразу, фитов будет много. И очень много, как с инженерами, так и без. И все они будут находиться в моем телеграм-канале, ссылочка в описании и закрепленном комментарии. Просто в описании под видео может не хватить места для всего этого дела. Начнем с того, как позиционируется новый корабль. Это универсал, как Крайт МК-2 и Питон обычный, и полностью перекрывает их во всех направлениях. Универсальный корабль не только боец, а может еще и предоставить нам возможность торговать, заниматься майнингом, исследованиями и так далее. И он лучше, чем предыдущие корабли. И он обязан быть лучше, потому что разработчики делают новые корабли так, чтобы их 100% покупали за донатную валюту, чтобы у них была денежка для развития или Dangerous. В плане вооружения 3 тройки, 3 двойки. Больше, чем у Питона и Крайта МК-2, естественно. А распределитель энергии такой же, 7 размера. И его хватает даже на фитах с усиленными многостволками. Ну как хватает? Почти. И впритык. В плане удобства менеджмент распределителя приветствуется, так же как мы делаем на Фердилансе и Питона МК-2, потому что у нас на одну пушку больше. Выжираться он будет более активно во время стрельбы. По поводу скорости, в боевых фитах у него 600 метров в секунду по прямой, и это очень быстро, учитывая, что такая скорость доступна нам с 6-м призматическим щитом и 2 6-ми щитонакопителями, плюс с реактивной броней и еще сверху с инженерами. Корабль очень быстрый и меняет свое направление движения во время буста быстрее, чем Крайт МК-2 и чем Питон. То есть при развороте резком через буст скорость его будет больше, чем у тех. Но вот маневренность, как по мне, недостаточно. Вот перед вами сейчас появится график, показывающий, как корабль себя ведет при разных маневрах. И слева направо идем Корсар, Крайт МК-2 и Питон обычный. Мне не хватает, учитывая, что вторая часть видео снималась раньше, чем первая, и я на нем уже отлетал. Фердиланс и Питон МК-2, конечно же, более маневренные и удобные в этом плане, тут бесспорно. По танку у нас удивительные значения, которые можно на нем достичь. Учитывая размерность модулей, мне получилось выжать из него 2200 щита на призматическом щитогенераторе и 1380 щита на двухпоточном, а брони было около 3000 единиц. У Крайта МК-2 на секундочку на призматических щитах 1350 всего. И это совместно с 2 6-ми банками щитонакопителя. С армором его не обделили, значение которого можно спокойно поднять свыше 5000 единиц, дойдя почти до 6000. То есть на таргов тоже можно лететь. По температурам корабль мне показался относительно горячим, как будто горячее Крайта МК-2. В любом случае, в дальнейшем в этом видео вы увидите, как он греется во время боя, потому что это довольно важный момент. Я думаю, не стоит задерживаться на сборках под торговлю, майнинг, исследования и так далее. Они все лежат большим постом в моем телеграм-канале с инженерами и без, напоминаю. А вот по поводу боевых фитов стоит заострить внимание. Подготовил для вас 2 базовых сборки с инженерами. Давайте-ка мы сейчас пробежимся по поводу этого дела. Первый вариант. Смотрите, что мы делаем. Мы ставим призматические щиты. Из-за этого у нас усилитель щита термостойкий суперконденсаторы, усилитель щита универсальный суперконденсаторы, усилитель щита надежный суперконденсаторы и теплоотводная катапульта, естественно, чтобы нам не сгореть. По основному оборудованию ставим реактивку. Инженерим ее в толстую броню и эксперименталка утолщенная. Силовая у нас, кстати, усиленная, которая дает больше мощности, без эксперименталки. И сюда все это дело влезает. Так что можно поставить на прочность. Ну или же на уменьшение температуры. Как вам больше нравится. Маневровые двигатели, исключительно грязная донастройка и эксперименталка ускорители. Двигатели FSD по вашему желанию. Систему жизнеобеспечения D-класса, сенсоры D-класса, распределитель питания всегда, еще раз говорю, всегда делаем быстро заряжающимся. И тут, кстати, нету эксперименталки. По дополнительному оборудованию. Призматический щитогенератор, щитонакопитель еще один, и еще один щитонакопитель, и целых аж 3 набора для усиления щита стражей, чтобы бустануть нам наше количество щитов. На Крайте МК-2 так сделать довольно проблематично, будут проблемы с корпусом, а их тут нету, потому что мы делаем первую плитку термостойкое усиление корпуса с угловой броней, а второй, третий и четвертый усилитель корпуса мы делаем в надежное усиление корпуса и утолщение, то есть больше корпуса и еще раз больше корпуса.
Думаю, тут понятно. По поводу двухпоточного фита сейчас тоже расскажу. На двухпоточных щитах мы с вами, мои дорогие, получаем 1388 щита. У Крайта МК2, повторюсь, на призматических щитах меньше щитов и с меньшими, внимание, резистами, а это очень серьезно. Что мы делаем? Да и ничего сложного. Мы просто-напросто берем, меняем один усилитель щита на универсальный. Ну и ставим, конечно же, двухпоточку. Термостойкую, с быстрым зарядом. И все. Две базы на двухпоточке и база на призматических щитах. Пользуйтесь на здоровье. По вооружению ничего особо сильного выдумывать не нужно. Фиты есть, фиты будут. Но если вкратце, фиты на миротворцах 3 штуках и залповых орудиях с рельсой, фиты на полностью многоствольном вооружении, фиты на полностью плазменном вооружении эффективном и реверс-фиты на топливных рельсах с торпедами либо миротворцами. Как-то так. Это очень интересная и забористая штука. Все эти фиты вы увидите в дальнейшем, когда будем летать против других кораблей. Методика тестирования будет следующая. Берем меня и берем другого игрока. Берем PvP фиты, летим в кольца по классике. И повышаем постепенно накал кораблей. Начинаем с маленьких, потом средние, потом большие. И показываю вам различное, конечно же, вооружение. Но основная база в плане фита, щиты, корпус и прочее остаются неизменными. Один раз, может два, перейдем на двухпоточку из-за реверса. Ну, вы все увидите. Ну, давайте-ка начнем с многостволок. Посмотрим, как себя корабль будет вести с ними. Потому что очень хочется понять, что у нас будет происходить с распределителем энергии. Что-то я разучился летать в кольцах, ребят. Очень плотные кольца. Очень. На удивление, стервятник хорошо себя показывает. Ну, он тоже ударился. Я вообще 3 раза вроде влетел в камни. Нормально. Так, у нас кончаются щиты, но у нас есть банки, не забываем про это. Сейчас, возможно, придется их уже использовать.
На плазме я по нему бы, наверное, очень долго стрелял. И, возможно, бы не попадал, как-никак маленькая цель. Распределителя, на удивление, хватает. Ну, почему на удивление? На Каттере такой же распред, на Т-50 такой же распред, на Крайте МК-2 и на Питоне. Но мы не вечно стреляем с зажатой гашеткой. И из-за этого, учитывая то, что делается менеджмент распределителя, мы, в принципе, успеваем. На кораблях, которые будут побольше, нежели стервятник, окно стрельбы у нас тоже будет побольше, за исключением, наверное, Фердиланца и Питона МК-2. Вот там уже, может быть, будет не хватать. Посмотрим. Можно попробовать развести его на таран как-нибудь. Угу. Довольно долго. Реально. Я думал, будет быстрее. Но по маленькому кораблю не все патроны прилетают. Победа. Но что-то меня побило так не слабо. Но еще камни помогали ему. Смотрим, что у нас будет с Чифтейном.
О, он на миротворцах. Это хреново. Ну и попадаем мы получше, чем по стервятнику, естественно. Вот тут менеджмент распределителя уже необходим. Нужно кидать 4 в систему, чтобы быстро не откиснуть. Блин, он зараз маневренный. Я не такой маневренный. Чё-то, кажется, с Фердиландцем и Питоном МК-2 у нас будут проблемки. Но у меня в банках много счета, так что в принципе нормально, посмотрим. Для этого эти тесты, собственно, и показаны. Потому что про корабль я уже рассказал многое до этого в видео. Но не забываем про волшебную штучку под названием реверс. Мы очень сможем неприятно себя вести с противниками. К реверсу мы тоже придем. Ох ты, я проспал момент. Баночку сбивает. Ох ты же, ё-моё. Ну, считай, мы выжили. Так, перезарядка. У меня еще 2 комплекта банок. Да, я знаю, я могу выбирать конкретный модуль, по которому буду стрелять. Я не забыл об этом. Сколько у него армора, интересно? Я не знаю, заметили ли вы или нет, но одна пушка засбоила у нас. Но в итоге мы победили. На Крайте будет, возможно, полегче, учитывая маневренность Крайта МК-2. Посмотрим.
С Крайтом МК-2 мы задержимся. Несколько заходов будет против этого корабля. Как-никак у нас вооружение-то почти одинаковое. И Корсар у нас вообще идет как уничтожитель питона обычного и Крайта МК-2. Плазма летит. И я проспал распределитель. А чё я так греться стал неистово? Так, залагала игра, а не запись, сразу говорю. Могу счетчик FPS подрубить. Элиту посещают нынче микрофризы непонятные. А он еще и с банками. А я без Ой, я без бития банк. Вот. Он на банках, а я без бития банк. Он мне баночку собьет, скорее всего. У него же 3 плазмы там летело, а не 5, да? Ох, чё-то мне это не нравится, ребят. Банки у нас одинаковые. Количество щита у нас разное. Так, пытаюсь что-нибудь исполнить. Мне нужно восстановить щит. Я сам офигел то, что у меня получилось это. Ну, это я уже не специально, ребят. Не знаю, буду ли я говорить в начале видео про это, так что скажу сейчас, на всякий случай. Щита здесь больше. Щита на Корсаре у меня 2200, в то время как у классического Крайта МК-2 с 5-й призмой и 2 шестыми банками 1300. Тут 2200. При тех же размерах банок. Так что в принципе неплохо.
Так, у меня еще 2 банки, ребят. Да ё-моё, камушки, отстаньте от меня, пожалуйста. Ну, на таран я шел специально, и вроде у нас все хорошо получилось. Но это были многостволки. Я думаю, нам стоит попробовать кое-что другое. Ну, наверное, самый простой тип вооружения, учитывая менеджмент распределителя. Дробовики. Они ни черта не жрут. Поэтому, в принципе... Он тоже, что ли, на дробашах поехал? Скорость у нас, кстати, гораздо лучше, чем у Крайта МК-2. Ну, 600 метров в секунду в боевом фите, ребят, ну это серьезно. Сколько у нас у Крайта МК-2, я не помню. 520, 510. Щитов у него уже нету. Сейчас будет веселье попасть по кораблю. Рельсы на сбитие банок у него вроде бы нету. Можно попытаться еще таранить. Нет, я слышал звук рельса. По прямой он нас, конечно же, не догонит. Блин, дойти бы до сборки уже на рельсах и на реверсе. И посмотреть, что будет там. Нет, там будет победа, просто сколько это времени займет.
Там можно по-разному. Можно дробаши совместить с рельсами, а можно торпеды совместить с рельсами. Наверное, торпеду брать не будем. Надеюсь, в камень не влечу, не влетел. Я не могу навернуть на него нормально. Но это было довольно быстро. Дробаши — хорошая штука. Но непонятно, как оно будет против таких кораблей, как Фердиланс и Питоном К2. Питоном К2 и так летает на таких же дробашах, и нам кажется, там смерть. Сейчас с вами полетим уже на плазмах. И я вам скажу так. С ними тяжелее в плане распределителя. Но на этом корабле в принципе пофигу. Вот на таких кораблях, где у нас 6-й распределитель, там уже проблемно. Так, где у меня рельсы? Ага, примерно понял. Чертов камень. Чё он банки не прожимает? Вот сейчас, по идее, хорошо прилетит. Блин, промазал. Нет, попал. Не всем, но попал. Маневровые у меня говно. Ходовые двигатели у меня хорошие, а вот маневровые у меня плохие. Если посмотреть на край, это Корсар, это как, не знаю, Каттер и Анаконда. Я не могу навестись, прикольно. Я думаю, в этом видео в начале видоса будут сначала показаны не только фиты, но еще и графики маневренности. Потому что сначала снимается то, что вы сейчас видите, а потом уже то, что вы видите в начале видео, снимается потом. По-дебильному звучало, но суть вы поняли. Так, все, сняли. Можно поставить еще одну рельсу, кстати, на сверхпробитие. И в таких случаях, как сейчас, просто выбирают силовую и лепать по ней.
Успею ли я 2 раза отстреляться? Распред, давай, восстанавливайся. Радиус полного урона на плазмах, если я верно помню, 2000 метров. Много плазмы летит мимо. Потому что кто за штурвалом? Я. Не претендую на суперпилота, который круто летает, если что. Может, просто таран сделаем уже. Но это он заранее отыгрывается, потому что дальше я буду летать на реверсе, и ему придется за мной летать вечно, без остановки. А из-за разницы в скорости это будет очень как нехорошо для него. Я не вижу упреждения. Вижу. Да развались ты, крает уже. У меня еще 2 комплекта банок. То есть у меня еще, грубо говоря, 1500 счета в банках. Разобрались. Ну давайте-ка попробуем кое-что другое. Ну, наверное, мое нелюбимое. Реверс. В чем прикол? У нас есть рельсы, которые стреляют далеко. Топливные. И мы будем летать от противника и стрелять по нему этими рельсами. Есть рельсы на сбитие банки, еще одна сверху. И есть миротворец. Можно поставить 3 рельсы топливные, 2 миротворца, либо 2/3 торпеды. Посмотрим, что будет. Но, один моментик. У нас теперь, мои дорогие, двухпоточный щит. Но двухпоточного щита примерно на 30 единиц больше, чем призматического у Крайта МК-2 в фите, где 5-я призма и 2 шестые банки. И резист перед вами. Как по мне, это что-то запрещенное. Поехали. Надеюсь, 4 рельса мы вывезем. Зачем я бустанулся вперед? А я не знаю. Ой, не та кнопка. Далеко. Надо привыкнуть, что ли, к этому. Вообще не мое. Давненько я летал на Крайте Фантоме для какого-то видоса про реверс. И я вам скажу так, мне вообще не зашло.
Так, ну давай догоняй меня. Кошмар. Кошмар. Ну вы посмотрите на эту разницу в скорости. Я жопой лечу. А чё я не стреляю? Теперь стреляю. И вот пока он будет до меня ехать, я буду так стрелять. И у нас небольшой перегрев. Наверное, погорячился с 4 рельсами. Он все еще меня догоняет. Это вообще законно? Ну это реверс-король. На полном серьезе. Я уже полную считаемую снес. Я лечу жопой 470 метров в секунду. Скорость края-то вот этого МК-2 боевого, дай бог, не знаю, 520. Ну и вот, все, супер дистанция, и он сейчас пытается меня догнать. Но он баночку прожал. Бесконечно долгий бой. Дай хоть, я не знаю, тормозну, что ли, немного. Не та кнопка. Да, ребята. Занимательный максимальный геймплей, конечно. Против больших кораблей эта тоже штука работает, по идее. Только нужно как-то не разрывать дистанцию на овер-гигантское расстояние. А у меня еще банки есть. Ну это не серьезно, ребят. Это вообще не серьезно. Зачем фронтиры сделали такой корабль? Нас теперь затюкают реверсом. Просто затюкают. Можем спокойно сейчас восстанавливать щит, летя жопой. Банки я еще не прожимал, естественно. Да, знаю я ребят, которые с удовольствием будут летать на таких кораблях. Быстрая, живучая тварь с хорошим сведением. Супер геймплей, да? Мимо.
А банки я не прожимаю, потому что у меня банки восстанавливают за раз, если не ошибаюсь, 700 щита, а у меня 1200. Мне еще рано их прожимать. Миротворцем я вообще не пользуюсь, если вы заметили. Ай. Так, что-то я перегреваюсь уже. Не, ну это что-то слишком далеко. Меня задолбало так летать, ребят, честно. Погнали. Следите за щитами. Прикольно, да? Догоняй меня. Что я могу сказать? Может, мы не будем больше смотреть реверс-фит? Но это очень долго. На реверс Крайт Фантоме с 3 топливными рельсами я уничтожал корвета. Когда мы с Рамортом тестировали это дело в кольцах. Я вам так скажу. Это жопа. Но это долго, но это результативно. Я даже не вижу, прожимает он там банки, не прожимает он там банки. А он там уже весь погоревший. Но он прям на честном слове держится. Мы вроде выходим за рамки комфортной температуры корабля, но не сильно, поэтому 4 рельсы в принципе можно использовать. Тем временем у меня щиты 100%. А чё ты банку-то поражал? Ты не поздно банку поражал? Это был сейчас таран или что? Таран без звука? Прикольно. Опять супер далеко. Самый унылый боевой геймплей. Но показать нужно. Силовая выбита. На сверхпробитие у меня нету. Если что. Это только топливные. Но он нейтрализован. Не, ну мы можем, конечно, попробовать прям добить его. Ну вот без остановки стрелять 4, кстати, такое себе. Уже сбоят. Он сейчас в камень влетит. Короче, ставим 3 и не паримся. 3 рельса. А, сейчас и я в камень влечу. И моя очередь. Короче, 3 рельса и не паримся. И будет все хорошо у вас. Сможете стрелять безостановочно. Но это кошмар как уныло. Не советую. Лучше на Фердилансе на плазмах полетать.
Сейчас против меня будет мой любимый корабль. Фердиландс. Буду я на плазме, на призматических щитах, на всем вот этом вот прекрасном. Что будет, я думаю, меня, скорее всего, вздерут. Но не уверен. Что-то я разогнался как-то, мне не нравится это. Не успел морду поднять я. Надо было буст кидать пораньше. Ну, естественно, не попал. Зачем стрельнул, не знаю. На авось надеялся. Та же ситуация. Не забываем про распределитель. Он тут хоть и хороший, но все равно у нас тут 6 плазм. Как-никак. Нагрев пошел. Когда мы прожмем банку, начнется самое веселое. У нас будет бонус урона сумасшедший. Так, куда он там полетел? Ага, в кольца хочет. Ладно, за ним едем. Ничего против не имею. Камушек. Не всей, конечно, своей шестерней я попадаю. Ой. Ну, камни это камни. Я тут тоже в камни попаду нормально. Сейчас вроде в 7 попал, но не точно. Сейчас не в 7, а одна точно улетела влево. Так, я думаю, сейчас самое время сделать грязь. У нас же скорость большая. Хотя пофиг, так сделаем. Блин, фронтиры, что вы собрали? Что вы собрали, фронтиры? Зачем вы сделали такой корабль? Остываем быстро, ну ладно, не страшно. Опять лаги в игре пошли. Микрофризы, капец, капец, фризы! Ничего не вижу. Чё по кадрам? Ах ты паскуда, как включил кадры, сразу нормально все стало. Ясно, с вами все, фронтиры. Я проспал распределитель. Дроп до 49 кадров. Сам не ожидал этого условного тарана. Напоминаю, у меня еще 4 банки.
Ой, как бы сейчас хорошо бы прилетело по нему. Но не долетело. Так, что-то как-то плохо дело у нас обстоит с щитами. Надо что-то делать. Дай-ка как-нибудь за камушек нырну, как крыска, и попробую что-нибудь исполнить. Расстояние большое, он не догонит. После 6 километров могу... уже могу. Не докручу я, конечно, до него. Не докручу. Фердиланс — это Фердиланс, это любовь. Но, блин. Хочется попасть же. Все. Ну вот что вам еще нужно? Нет, я, конечно, понимаю то, что есть игроки с супер крутым скиллом, которые летают и разносят все, но с Рамортом мы летаем примерно одинаково. Давайте пробовать против питона МК-2. Сейчас следующая ситуация. Против меня будет питон МК-2, и он будет на миротворцах. Их аж 4 штуки там. По идее, мне конец. Посмотрим, что из этого получится. Если я что-то смогу сделать, я очень сильно удивлюсь. Ах ты. Молодец. Ну-ка, дай-ка я подсмотрю. Понятно. Баночки будут сбивать. Зря я сейчас посмотрел и не стрелял, кстати, ну ладно. Чё, сейчас мне плохо будет, и очень, судя по всему. Ну, ему тоже будет нехорошо, ребят. Ай, не хватило. Ух ты, ёп. Поворачивай быстрее. Он уже на меня повернулся. Не достал. Я его не достал.
Так, нам надо остыть и разорвать дистанцию. Ну, дистанция разрывается. Спасибо, игра. Я по жопе получил. Все, больше банок у меня нету. Вот это было неожиданно и больно. Ну, ему тоже было больно. Черт. Так, пушки сбоят, это нехорошо. Это очень нехорошо. Так, щиты сняли мы ему. Сейчас у кого-то не будет щитов тоже. И это буду я. Все, я без щитов, поехали. Не дотягиваюсь. Не дотягиваюсь. Он ударился об камень. Все. Убился об меня тараном. Ну, ребят, ну я фиг знает. Вот такой вот интересный, веселый корабль. Да, камни спасли. Зачем биться в камнях? Давайте будем биться в открытом космосе. А давайте мы будем биться не в открытом космосе, а еще и друг друга в кидами... друг друга! Поправочка, в друг друга. Кидаться тупо фитами на Кориолисе. Я не знаю, есть ли смысл показывать реверс против питона. Давайте попробуем. Как минимум, может быть, получится по-другому. Ну, поскольку корабль у нас как-никак реверс-король, приходится смотреть, что он может делать в реверсе. Поэтому тот же самый питон и реверс-фит, но немножко другой. В принципе, не знаю, чего ждать. Посмотрим. И да, рельсы 3. И они как-то поактивнее идут. Да и он как-то активнее меня нагоняет, нежели Крайтом К2.
Я не знаю, я попал. Я 100 лет не кидал плазму. Ой, плазму, торпеды. Я не знаю, как ими работать. Захват же был. Ну да, все верно. Сейчас скажут: фу, Кисель, не умеешь летать. Не умею. На торпедах не умею. Я ему в лицо кидал, а он в бок ушел от них. Нормально. Ну, пусть теперь за ним летают, радуют его, что я скажу. А мы будем пилить его дальше рельсами. Главное, чтобы во время пролета мне щиты не снесло. А их уже сносит. Ай, дурак, рано нажал. Рано нажал, ребят, реально рано нажал. Капец, как рано нажал. Так, ну здесь, я думаю, мы пару бустов сделаем, чтобы разорвать дистанцию как следует. Может, попадут торпеды, не знаю. Не, ну так на торпеду не насадишь, я думаю. Нужно прям сблизи, сблизи, сблизи. А что ты так близко? Давай, давай, разрываем дистанцию, разрываем дистанцию. Че, просто так, что 600 метров в секунду? 601 даже сейчас летели, охренеть. Давай, там 4 километра хотя бы. Ой-ой-ой, по попе прилетают. Попал, не попал? Нет, не взвелось. Нет, торпеда не моя. А, кончились снаряды даже.
А если еще прем зарядить? Вот это он, конечно, немножко проспал. А где силовая? Крайта реверсного он разберет, потому что у нас как минимум танка больше. Ну, в попу так напихивают нормально. Да, с ним разрывать дистанцию сложнее, чем с Крайтом. Мне больно. Мне больно. Очень больно. Не быть мне любителем реверса профессиональным. На, еще разок. Слушай, с тараном у меня проще, чем с реверсом, я вам скажу, ребята. Но в любом случае, сейчас дистанция разрывается очень сильно. Я спокойно разворачиваюсь и спокойно накидываю с большого расстояния. Вопросы есть? Вопросов нет. Я не знаю, стоит ли вообще тестировать его против больших кораблей, если честно, ребят. Правда не знаю. Ну, потратим много времени. Катер реверсный его разберет. Потому что танка больше. Тайп 10, ну понятно. Анаконда понятно. Ну как понятно? Есть Анаконда, есть корвет. Давайте попробуем корвет. Пробуем свои силы против большого корабля. 7-е щиты генераторы призматические. 2 7-х щита накопителя и 2 6-х щита накопителя. Судя по всему, мне будет очень неприятно, я вам скажу. Прям очень. Когда он будет всем этим залпом по мне лупить. На реверсе, понятно, корабль, корвет Анаконда летят 360-380 в боевом фите, а я, если помните, жопой лечу 470. Так что, как бы, ну, понимаете, что будет. А мне еще нужно успевать банки ему сбивать. Я не представляю, как я это буду делать. У меня маневренность говна. А банок там ого-го как много. Поэтому, скорее всего, он выиграет.
учитывая то, что управляю кораблем я пилот плохой, я сейчас, к примеру, в 0 в системе словил его многостволки. Сейчас опять они полетят в меня. Быстренько перекидываем. Ну, вроде что-то получается. Перезарядка у плазм была максимально вовремя. Я уже без щитов. Исправляем ситуацию хоть как-то. Что там у него по щитам? Ой, как хорошо могло прилететь все, но прилетело не все. Ух ты. Все, что можно было просрать, я просрал. Надо его в кольца затащить. Может, он об камни убьется, я не знаю. Блин, сколько всякого летит в монитор. Игра лагает. Прям бесщадно лагает. Перестала. Ну, конечно, конечно, распределитель проспал. На Фердилансе оно как-то удобнее было, что ли, не знаю. Щитов у меня нету. У меня один комплект банок остался. Я стал прям гораздо хуже летать, ребят. Это что случилось? Он что, силовую себе перегрел? И она у него засбоила. Ну-ка. Да, вроде бы нет. Он поддастся, решил или что? Кнопку перепутал. Торпед не было. Да я думаю, даже так и не сдюжу. Давай, распределитель, живи, пожалуйста. Как же больно-то. Не, я не смогу. Сейчас щитов у меня не будет, сейчас распределителя у меня не будет. Все, я без щитов. Сейчас буду еще без кабины. Ай. И попался равно. Удивительно.
Ну, будем объективны, щиты бы он не потерял бы, он бы меня раздолбал. Что с щитами у него случилось, я вообще без понятия. Ну, вот меня уже даже раздолбали. Вот они, корветы на многостволках. Хе. Конец. И да, скорость, смотрите, 473 метра в секунду. То есть он сейчас по мне попадать не будет. Он будет тупо стрелять в меня, пытаться меня догнать, а я буду от него улетать. Видите? Видите. Поэтому реверс хорошо. Но против многоствольного корвета что-то прям больно. С анакондой, возможно, даже то же самое будет. Как-то так. Но это плазма, а не дробаши. Можем попробовать дробаши по приколу. Пробуем дробаши. С ними будет, может быть, чуть-чуть попроще, но не сильно. Но все равно меня вздерут. Менеджмента распределителя меньше, помните, я говорил? Ух, вот это было очень больно. Надо тоже его в кольца, пусть тоже бьется об камни. Блин, он накидывает, прям не переставая. Влети, пожалуйста, в камень. Ну, пожалуйста. Спасибо, игра. Ну, перезарядка, как ты вовремя сработала, молодец. Молодец, перезарядка, спасибо. Ух ты ж, блин, тут я не ожидал. Ах ты ж, блин. Ну и где буст?
Упреждение хреново видно. Перезаряжайся быстрее! А почему сейчас выстрела-то еще одного не было с рельсы, а? Ну, игра. Если пилот будет летать лучше, чем я, а таких много, то будет хорошо, я думаю. Главное сейчас не словить тарана. Так, все, я без банок, ребят. Но не он. В смысле рельсотрон сбой? Да иди ты в жопу, рельсотрон. Нахрена мне такой нужен рельсотрон, который сбоит? Что это сейчас было? Перегрелся, что ли? Испугался? Ну задирай ты морду! Нет! Фига себе. Так, где моя силовая? Я ее не вижу. Все красное, страшно, не видно ничего. Короче, что-то сбоило, что-то сломалось, что-то починилось. Так, кто щиты восстановил? Он щиты восстановил. Эти ракеты еще, которые мне все вышибают. Если что, ракеты работают таким образом, когда вам сбивают щиты, они вышибают вам внешнее оборудование. Ваши орудийные гнезда — это внешнее оборудование. Усилители щита, и все это тоже вышибается. И движки, кстати, тоже не стоит забывать. — 23%. Ну, анаконду в таком фите я бы разобрал, я думаю. Там и банок меньше, и ХП меньше. Щитов именно. Маневренность меньше. Но корвет — это корвет. Да ё-моё. Ну, короче, тут понятно. Тут победа за корветом. Повторюсь, был бы пилот, который более опытен в плане ПВП полетов, нежели я, тогда, да, победил бы, скорее всего. Грустненько. Навыки пилотирования нужно, наверное, мне приподнять еще. Если на Корсаре вы будете кого-то где-то сторожить или караулить и подхватите какого-нибудь зеваку, вы его разнесете, потому что вряд ли он будет на супер заточенном боевом фите исключительно в какой-нибудь зоне добычи. И, возможно, уже будет заранее покоцанный, либо с недостающим боекомплектом. А так это хороший добротный универсал, который может все... И может все хорошо, но против больших кораблей биться на нем немножечко некомфортно. По маневренности он не дотягивает до Фердиланса или же Питона МК-2. Как и по вооружению. У Питона МК-2, напоминаю, 4 тройки и 2 двойки, и сумасшедшая маневренность и высокая скорость. У Фердиланса 1 четверка, здоровая, большая, сочная четверка и 4 двойки. И усилителей щита можно поставить что на Фердиланса, что на Питона, по 6 штук, здесь 4. В плане
Остального хороший, добротный, рабочий универсал. Но недостаточно маневренный, как по мне. Да, лучше, чем Крайтом К2 и чем Питон по скорости, по вооружению, по танку, по возможностям, будь то торговля, будь то майнинг, будь то, не знаю, что еще, перевозка пассажиров. Но профильные корабли из серии Type 8 для перевозок будет лучше, причем для перевозок товаров и пассажиров тоже. Так что у нас новый король среди универсальных кораблей. И да, сюда, если вы не знаете, нельзя поставить истребитель. Но истребители в последнее время работают немножко некорректно. Пишите, что думаете по поводу этого корабля в комментарии. Будет очень интересно почитать. Если бы я не был тем, кем я есть, тем, кем я являюсь, точнее, я бы не покупал бы этот корабль за Аракс, а подождал бы, пока он выйдет за внутриигровую валюту. Учитывая проблемы, которые есть с покупкой Араксов, сами знаете где. Как-то так. Если я захочу полететь на исследование, я возьму Мандалай, потому что большой прыжок, маневренный, бла-бла-бла, все у него хорошо. Захочу торговать, возьму Type 8, если это аванпосты. А если это не аванпосты, а колонизация системы, большая застройка, то я возьму уже имперский каттер. Если захочу боевки, сочной боевки, которую я люблю, с большим, с хорошим маневром на скоростях и так далее, я возьму Фердиланс. Я даже Питон брать не буду, потому что Фердиланс мне нравится больше. Захочу большой секундный залп, я возьму либо Анаконду, либо Корвет. А этот корабль хорош будет для тех, кто покупает лишь один шип и просто делает под него разные фиты и держит у себя универсальный корабль. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока, увидимся в космосе.